Здравствуйте, друзья! Наверное, никого не удивишь, когда мотоблок с окучниками идет сам, как поезд по рельсам, ровно и без вмешательства оператора. Но всегда ли это так? И в каких случаях мотоблоком с окучниками надо управлять, чтобы его не кидало по сторонам? Давайте разберемся. Если колея мотоблока и борозды одинаковые, и есть уже глубокие борозды, то тогда, я думаю, я не открою для вас секрета, мотоблоку оттуда уже никуда не деться. И это, я думаю, может сделать любой мотоблокер, и любой мотоблок. А вот если мотоблоком проводится первое окучивание, тогда с ним лучше прогуляться, поддерживая его за ручки и при необходимости корректировать прямолинейное движение. Но один момент еще. При этом окучники должны быть на свободной сцепке с мотоблоком. То есть сам окучник должен перемещаться в правую и левую сторону, ну хотя бы минимум в районе сцепки на сантиметр. Тогда его легко можно подруливать при помощи ручек мотоблока, а окучники будут продолжать постоянно прямолинейное движение. При жесткой сцепке такого никогда не получится. Но не дает еще стопроцентную гарантию прямолинейного движения, если один из дисков может захватывать больше почвы. И если такое происходит, то нагрузка сразу сойдет именно на эту сторону. И естественно, окучник будет уходить в эту же сторону вместе с мотоблоком. Как это сделать? Как избежать такого? Для этого и устанавливаются упорные колесики. Их можно установить как спереди дисков, так и за ними. И выставлять их нужно одинаково, ну относительно любой высоты уровня диска. Тогда количество почвы на каждый диск будет получаться однозначно одинаковым. В моем случае я колеса установил сзади. Ну, в том месте, например, или напротив того места, где самая низкая точка работы диска. Там почва всегда почему-то плотно, и колеса там не прогрузают. Заглубление дисков можно регулировать как поднятием и опусканием самой стойки опорных колес, так и при помощи сцепки. Просто меняя угол. Таким образом, получается, колеса будут опускаться относительно диска выше или ниже. И еще одно условие. Всегда ось окучников должна быть установлена под углом назад. Это приблизительно так, чтобы почва подбиралась как можно дальше за осью самих дисков. Но это, наверное, тоже еще не все. Если почва перед окучниками плотная, то впереди не будет лишним установить культиваторные лапы. Я устанавливаю их всегда практически вслед за колесами. Они хорошо тогда рыхлят почву, и дискам остается только лишь подобрать эту почву и подкинуть на грядку с картофелем. За счет противовеса спереди довольно несложно производить разворот мотоблоком, учитывая то, что в мотоблоке Нива есть разблокировка одного колеса. Еще хотел бы сказать такой момент, что для мотоблока окучивания это есть не совсем легкая задача. Ну, к примеру, вот сейчас я выставил забор почвы дисками минимальным. Мотоблок идет легко, почвы берется немного. Ну, стоит поменять угол наклона или увеличить таким образом забор почвы. Это я сделаю при помощи регулировочного винта на сцепке. Таким образом я подниму упорные колесики выше, а диски опустятся ниже. И почва мотоблок станет брать вместе с дисками намного больше. Мотоблоку намного сложнее будет производить окучивание. Он будет идти на грани практически пробуксовки колес. И это при том, что колеса на мотоблоке не маленькие, диаметр под 70 сантиметров, и не легкие. Впереди мотоблока противовес порядка 40 кг. И все равно колеса пытаются буксовать. И в этот момент действительно мотоблок может сносить в ту или иную сторону. Поэтому, регулируя именно нагрузку подачи почвы таким образом, чтобы мотоблоку было легко производить эту работу. Если что, то можно пройти эту процедуру и 2 раза.
Поэтому пробуксовку колес мотоблока во время окучивания и других задач быть не должно, это точно. Поэтому я всегда стараюсь при работе с любым навесным оборудованием выставлять такие возможности мотоблока, ну, говорится, по максимуму, чтобы исключить пробуксовку колес. Ну, вернее, чтобы я его не толкал. Он должен работать сам. Я думаю, вы тоже с этим согласитесь, и намного приятнее работать, когда ты его не толкаешь, ни рогами не упираешься в него. Часто мне в комментариях пишут, что для того, чтобы пахать мотоблоком, мне приходится еще и толкать. Друзья, я до этого не привык, и вам предлагаю тоже такое не делать. Так что окучивать мотоблоком с дисками совсем не сложно. Ну и вот так вот выглядит уже участок после первого окучивания мотоблоком. Расстояние между гребнем или бороздами в этом году 70 сантиметров. Я думаю, что и в будущем, наверное, это будет оптимальная ширина для посадки картофеля. А еще, судя по откликам, который был в предыдущем видео, то многие картофелеводы именно высаживают картофель с расстоянием между рядами 70 сантиметров. Да и форма гребня получилась в виде трапеции, а не треугольника. Надеюсь, теперь почвы хватит достаточно. А вот так выглядит участок через 10 дней с верхушки черешни. Кстати, черешни в этом году более-менее нормальные. И самое главное, что отпугивание птиц от черешни впервые произвожу вот таким чучелом, повешенным на удилище, сделано из полиэтиленовой бутылки и черного целлофана. Кстати, друзья, система рабочая, однозначно работает, можно смело использовать при отпугивании птиц. А уже буквально через пару недель зарядили сплошные дожди, и картофель моментом ботва поднялась, сошлась, можно сказать, между собой, и уже, естественно, разговор о втором окучивании мотоблоком вряд ли получится. А так планировал, естественно, произвести, в планах было второе окучивание мотоблоком и выложить все это в одном видео. Ну, то, что есть, то есть. Как-нибудь переживем такой момент. Так что, друзья, у кого какие будут вопросы, предложения, пишите в комментариях. Я знаю, что у многих есть свои способы, фишки при окучивании картофеля. Было бы интересно, если вы поделились в этом видео. Я думаю, это заинтересовало бы не только меня, но также тех, кто смотрит мой канал. Всем, друзья, мирного неба, здоровья и хороших урожаев. До свидания, до встречи на канале.